А это мы попали в туалет. Мы можем увидеть, сколько сейчас градусов на самом большом градуснике в мире. Это находится сзади меня. Теперь это смотрим, как выглядит виселица. Вот это именно то место, где можно снимать фильмы ужасов. Всем привет! У нас очередная поездка, и сейчас мы едем в Лас-Вегас. Мы отъехали от Лос-Анджелеса, сейчас находимся в одном из удивительных мест. Это Мормоновые горы. Сзади меня находятся скалы, с другой стороны тоже меня находятся скалы. Мои мальчики уже поднялись наверх, там вот их не видно. Пойду их догонять. Так, здесь очень интересные места, но могут быть гремучие змеи, об этом нас уже предупредили. На западе Южной Калифорнии на перевале Кахон расположены Мормоновые скалы. Тропы этих скал, ведущих через пустыню Мохава, уводят нас в прошлый век, где мормоны из Солт-Лейк-Сити кочевали, перебираясь в Южную Калифорнию. Надеюсь, это не песок? Нет? Не обвалимся? Это скала. Она выглядит как будто песчаная. А вниз, если покатиться, я не знаю, передает ли это камера, но довольно высоко. Горы эти известны тем, что в 1800-х годах здесь проживали мормоны. Дорожка тут довольно крутая, мы уже спускаемся вниз. Это была короткая остановка, так как впереди у нас еще много интересных мест. Дорога наша продолжается. Съезжая на шоссе номер 66, мы оказываемся на одной из самых старейших автомагистралей США. Сделали остановку, чтобы показать вам музей. Yes. Yes, please. Okay. This 66 right here. Yes. On this street or on B Street. Right there, go to just 3 miles up there. Uh-huh. There's another one. And they got a bar, a restaurant. What about museum? Is this closed right now? No, she's got all It's not a museum. Yes. Это сидели бездомные, мне было страшно к ним подходить, но это единственные люди в округе, у которых я хотя бы могла что-то узнать. Сзади меня находится грандиозная вывеска трассы номер 66, которая это типа как граффити на музее. Музей, к сожалению, закрыт, поэтому мы туда не попадем. Многие люди здесь останавливаются для того, чтобы сделать фотографию. Знаете, это мне напоминает какой-то американский фильм. Музей закрыт, пустынное такое место, людей практически нету. Здесь валяются, вот я сейчас покажу, носилки. Их кто-то здесь оставил. Вот мы подходим к вывеске «Музей», но, к сожалению, закрыто. Все это закрыто и не работает. Возвращаюсь к машине. И следующее историческое место на нашем пути – это старинная заправка Mohawk в Боро-Гранде, принадлежащая сети заправок 1930-70-х годов. Здесь очень опасный поворот, наверное, видно из-за креста. Так вот люди здесь выезжают, здесь нет светофора, ничего нет, и здесь случаются аварии. Сказать, что это сильно туристическое место, я не могу. Сзади меня собачки лают, запах такой здесь коровок. Мы проходим, вот как раз подходим к этому поворотику. Видно, там крест находится. Так, внимание, когда-то бензин стоил $1. Но это было очень давно. Подходим к самой заправке. Естественно, она закрыта, она сохранилась еще с тех времен. Это, наверное, года 50-е. Все это закрыто, заколочено. Где валяется мусор. Ой, мамочки, там большая собака. Сзади меня находится антикварная лавка. Здесь продаются какие-то интересные вещи. Если честно, я здесь не вижу людей вообще. Я даже не знаю, кто это все покупает. Солнышко так уже прижаривает. Мы выехали, было довольно прохладно, а сейчас уже жара. Чем ближе к Вегасу, тем жарче. Мы приехали еще в одно интересное место. Называется это Elmer Butter Tree Ranch. Интересное в этом месте то, что здесь находятся деревья из бутылок.
Пошли смотреть. Сейчас я буду заходить внутрь, здесь открыто И есть посетители. Ранчо бутылочных деревьев Элмера Лонга – это еще одно удивительное место на пути в Вегас. Это место было построено Элмером, по сути, из мусора, который завещал ему отец. Он долго думал, что сделать со всем этим хламом, пока ему не пришла в голову идея. Где я нахожусь, на самом деле довольно странная, но этим она и привлекает туристов. Здесь есть какая-то своя интересная атмосфера. Что это какое-то историческое место или здесь что-то было? Нет, это человек сделал свою личную коллекцию, свой личный шедевр. Он совсем недавно умер, временно этот музей был закрыт, и вот совсем недавно его открыли обратно для посетителей. Эта история началась, когда еще был жив отец Элмера. Все, что вы видите, он приносил из пустыни в качестве развлечения. Там он находил множество разных вещей, начиная от вывесок, кузовов автомобилей и заканчивая бутылками. Такое ощущение, что ты находишься в лесу, просто этот лес металлический со стеклянными бутылками. Элмеру понадобилось всего лишь сварочный аппарат, а материала для работы у него было больше, чем предостаточно. И так появилось металлическое дерево, затем еще одно, потом последовали декорации в виде вывесок и бутылок. Днем здесь смотрится просто интересно, а вот вечером я бы не хотела здесь оказаться, потому что, мне кажется, это выглядит как-то пугающе. Что мне нравится в Калифорнии, то что здесь настолько много мест для съемок. В каждой локации можно найти что-то удивительное, да, которое подойдет под жанр определенного фильма. Вот это именно то место, где можно снимать фильмы ужасов. Сейчас я заметила, я вижу старые бутылки Кока-Колы. Кстати, бутылка Кока-Колы уже выглядит немножко по-другому. А здесь бутылки в стекле вот еще тех времен. Я помню, когда еще была маленькая, да, вот после развала Советского Союза, когда у нас появилась только Кока-Кола, бутылки выглядели точно так же. А сейчас их можно увидеть в таких местах, как здесь. А еще на этой выставке пугающе большое количество ракет. Я так думаю, что это ракеты Второй мировой войны. Но я не уверена, потому что некоторые из них сохранились очень сильно хорошо. Элмер Эван Лонг умер в 2019 году в возрасте 73 года. Он прожил долгую и счастливую жизнь и последние лет 20 посвятил этому ранчо. Сейчас его семья делает все, чтобы сохранить его наследие, открыв ворота для всех желающих путешественников увидеть его шедевр. И следующий по пути город Барстоу. У нас еще одна остановка, мы в старой станции. Здесь тоже находится музей, но он сейчас закрыт, поэтому мы сможем просто посмотреть старинные поезда, которые здесь находятся. Вы решили дальше ехать на поезде? Куда? В Санта-Фе. Этот поезд идет в Санта-Фе. Ого, она колючая, блин, она как острые пилочки. Я не знаю, что это за растение, но если вам надо дома бензопила, то вполне сойдет. Ребята таки пошли смотреть, работает ли музей. Знаете, когда мы смотрели маршрут, было написано, что сегодня он не работает, должен быть закрыт, но мы идем проверить. Это очередной музей, посвященный знаменитой трассе номер 66 Mother Road Museum. А что там находится? Лобби. Опа. Последнюю местность, которую мы проезжали, здесь практически везде находятся какие-то предприятия. Здесь сосредоточено большое количество производств, здесь идет добыча камня, нефти. И по пути мы проезжаем заброшенный ресторан, а когда-то известная вывеска Дженни Роуз красовалась на обложке альбома Шерил Кроу. Итак, мы подъехали еще к одному историческому месту. Здесь когда-то находился ресторан. Ресторана уже давным-давно нет, а вот вывеску облюбовали туристы. И постоянно все, кто проезжают мимо в сторону Лас-Вегаса, останавливаются здесь, чтобы сфотографироваться. Дальше дорога через пустыню Мохава вела нас к городу-призраку Калико. Сюда платный, мы заплатили $21 за троих. Нам дали чек на въезд и нам дали карту. Очень красивые пейзажи сзади нас, обрывы и горы. А еще здесь находится шахта. Да, а еще здесь находится шахта, где когда-то добывали серебро. Калико – это заброшенный шахтерский город в округе Сан-Бернардино, и основан он был в далеком 1881 году.
К сожалению, как город, это место просуществовало недолго, и уже в 1890-х годах он стал заброшенным. Это произошло по причине того, что серебро потеряло свою ценность, и город опустел, превратившись в город-призрак. Сейчас это город-музей, а когда-то здесь работали и жили сотни людей. Но в 1950-х годах Калико получил новую жизнь благодаря Уолтеру Кноту, который купил его и восстановил как исторический памятник архитектуры. Несколько объектов были не тронуты для того, чтобы сохранить их такими, как они выглядели в 1880-х годах. А в 2005 году на тот момент губернатор Арнольд Шварценеггер провозгласил Калико городом-призраком серебряной лихорадки Калифорнии. Сзади нас находится сувенирная лавка, где, похоже, продаются камни. Наш ребенок просто огромный любитель камней, поэтому я чувствую, что родителям сейчас придется хорошенько раскошелиться. Я пошла, они уже зашли внутрь. Вон чудо-камень, 20. Люди прикольные. Такое ощущение, что это вообще крашеные камни. Что, занимаете, короче, $1,5 бакса? Купили вот такие 3 камня, нам они обошлись почти $10. Один камень 3,25, вот этот красивый, похожий на золото. Наверное, 3,25, да. Второй 2,25. А вот этот 2,25, скорее всего. Так, а это, похоже, была темница для сотрудников, которые здесь работали, и если они попытались украсть, например, серебро, которое добывалось, да, их садили за решетку. Когда не было автомобиля, люди разъезжали вот на таких повозках, наверное, с упряжками лошадей. Я, в принципе, не представляю, как работал такой транспорт, если им надо было добраться, например, в горы. Еще один интересный экспонат – это виселица. Сначала мы сфотографировали маленькую тюрьму, а теперь это смотрим, как выглядит виселица. Она, конечно, не похожа на настоящую, слишком маленькая петля, то есть это уже так, как декорация, но я думаю, что в те времена здесь это присутствовало. Old Painting Adventure. Здесь как раз место, где намывают золото. Ну, не факт, что ты золото намоешь, но попробовать стоит $3, да? Да. Я поняла. Сзади меня еще один очень интересный вид. Я просто не смогла не остановиться и не сделать здесь видео. Еще одно место, она почему-то закрыта, но мы туда заглянем вовнутрь, посмотреть, что там есть интересного. А здесь чего-то ковали. Мы все выше поднимаемся к склонам. Впереди нас виднеется маленькая церквушка. Не знаю, дядя в автомате. Ага, ты кидаешь сюда денежку, и дядя печатает тебе сувенир. Дима, давай суй сюда денежку. По-английски, так понимаете, говори по-английски. Дима, поговори по-английски. Excellent choice, partner. My name's Pappy, and I crush pennies. Go ahead and make your selection. I will crush it right before your very eyes and imprint an amazing design picked by you. Димка, ты должен выбрать вариант сувенира, который ты хочешь. Выбирай. Нажимай кнопочку, который тебе понравился. И дедушка начинает нам печатать сувенир. Жди, сейчас. О, покажи маме. Ух ты, покажи. $1 Вот так еще мы потратили еще $1. И пока вы выйдете с этого города, денег на Лас-Вегас у вас уже не будет. Вот еще один такой же дедушка сидит, но мы уже не будем у него печатать. Он мило нам улыбается. Мы ему поулыбаемся тоже и пойдем дальше. Вид с высока открывает хороший обзор на пустыню и шахты, а также внизу видно железную дорогу, ведущую в парк аттракционов. Внизу едет как раз паровоз. Сейчас мы его заснимем. Сзади меня наверху находится смотровая площадка. Мы попытаемся туда подняться. Я думаю, что оттуда открывается очень красивый вид. К сожалению, у нас не было
было достаточно времени, чтобы посетить все объекты Каликон, так как их довольно много. И мы опять в пути. Трещины на асфальте, горячие лучи солнца передавали ощущение поднимающейся температуры воздуха, и уже на горизонте виднелся огромный термометр. Чем ближе к Неваде, тем жарче. И так мы можем увидеть, сколько сейчас градусов на самом большом градуснике в мире. Это находится сзади меня. Когда мы выезжали, в Лос-Анджелесе было довольно холодно, а сейчас уже 87 градусов. Я представляю, что будет в Лас-Вегасе. Всегда знала, что НЛО живет в Калифорнии. Следующая наша точка – НЛО. Сейчас попробую взять интервью инопланетяне, но они мне не хотят отвечать. Закрылись в машине и сидят. А это удивительное место, где живут инопланетяне. Так вот сразу и не скажешь, что это просто магазин вяленой говядины, который постепенно превратился в туристическую достопримечательность. Есть мороженое. Я уже знаю. Разные сувениры. Donald John Trump, I'm not going anywhere. А это мы попали в туалет, и он тоже в инопланетянском стиле. Давай, мороз. Ну, как? Ну, ты должен что-то еще купить, чтобы заплатить картой. То есть лучше, конечно. I can catch. Дима развел папу на очередные игрушки, так что наши затраты продолжаются. 5 минут, перекусим мороженым и будем ехать дальше. Мы уже у самой границы с Невадой, нас встречают парки развлечений, гостиницы и рекламные вывески. Одно из особых мест, к которому мы сейчас едем, это тоже магазин. Магазин лотов Прим, так называется самый загруженный магазин лотерейных билетов в мире. Все дело в его расположении. Он расположен почти в Неваде, но все еще в Калифорнии. И несмотря на то, что Невада, где находится Лас-Вегас, является самым игровым штатом, тут не проводятся лотереи, и жители вынуждены ехать на границу с Калифорнией, чтобы попытать свое счастье. И самое интересное в этом магазине начинается тогда, когда джекпоты становятся большими, и очереди выстраиваются в километры вниз по кварталу, и чтобы добраться до кассы и купить лотерейный билет, может уйти несколько часов. Здесь сзади меня находится настоящая пустыня. Я сейчас как раз к ней подхожу, она здесь ограждена проволокой, по-моему, даже колючей. Я буду очень аккуратна, потому что я в босоножках, здесь могут быть змеи, поэтому дальше я идти не буду. Здесь уже колючая проволока. Через дорогу от меня, вон видно вдалеке что-то блестит. Сначала, когда мы проезжали, я думала, что это вода, но на самом деле это солнечные панели. Там просто километры солнечных панелей. Это настолько красивая картина, я никогда в жизни такого не видела. Я хотела это все для вас поснимать, просто оно находится довольно далеко, поэтому плохо видно. Здесь вот рядом со мной проволоку сломали. Здесь есть проход в сторону пустыни, идти я туда не буду, потому что здесь водятся змеи и скорпионы, поэтому я особо здесь ходить не буду, так как я в босоножках. Очень-очень жарко, здесь уже чувствуется такой горячий воздух. И мы уже в Неваде. Еще совсем чуть-чуть. Нам осталось доехать до вывески Вегас. И последняя наша остановка, мы уже будем в гостинице. Thank you. Так это произошло. Ну, видишь?
пятерку можно было выиграть. Ну что, вот мы и добрались до Лас-Вегаса. Сзади меня-то знаменитая надпись «Лас-Вегас». А еще здесь очень много народу. Это туристы, которые стоят в очереди для того, чтобы сделать фотографию возле этой вывески. Я думала, что мы просто быстренько снимем видео и поедем дальше, но Егор хочет очень сфотографироваться. Наша дорога подошла к концу, но мы с вами не прощаемся. И в следующем видео мы вам покажем ночную жизнь Вегаса. Не забудь подписаться и поставить лайк, чтобы не пропустить.